told your friend you're not okay? And tell me what's wrong and why you never said you felt that way. Привет всем! Сегодня мы поговорим не только о музыке. Мы поговорим о наследии. Мы поговорим о путешествии сквозь поколения. Мы поговорим о двух великих именах, которые сотрясали мир от сцены к сцене на протяжении поколений – Майкл Джексон и BTS. Легенда и его неизгладимый след. В 1982 году мир музыки изменился навсегда. Альбом «Thriller» поразил мир. С этого момента Майкл Джексон был не просто певцом. Он стал феноменом. Революционером в хореографии, моде и художественном видении, сочетавшим музыку с повествованием, изобразительным искусством и социальной чувствительностью. Он был не просто королем поп-музыки. Он был универсальным языком, воплощенным в движение и звуки. Майкл Джексон установил новые стандарты. И спустя более 2 десятилетий после его смерти его влияние все еще ощущается в звучании современной музыки, особенно в жанре поп. И один из самых заметных – это BTS. И скорее по всему миру BTS и дыхание Майкла Джексона. Когда BTS ворвались на сцену в 2013 году, они и представить себе не могли, что создают историю, очень похожую на историю их кумира. Историю борьбы, упорного труда и больших мечтаний, пронизанную потом и неуверенностью. RM однажды сказал в интервью: «Мы выросли, слушая Майкла Джексона». И это не шутка. Если взглянуть на хореографию таких песен, как «Dynamite», «Butter» или даже «Boy With Love», можно увидеть отголоски стиля Майкла Джексона в каждом движении, будь то лунная походка, резкий поворот или его фирменный взмах рукой. Но дело не только в движениях, дело в сути. BTS переняли философию Майкла Джексона – быть артистами, трогающими сердце. И мир это заметил. «Dynamite» и возрождение Майкла Джексона. Когда «Dynamite» вышел в 2020 году, все испытали ностальгию. Диско цвета, ритм в стиле 80-х, даже наряды в стиле Off the Wall и Bad – все это, казалось, шепчет одно имя – Майкл Джексон. Но более того, творилось нечто магическое. Сценическое присутствие BTS, их энергия, мимика, зрительный контакт, то, как они освещали сцену, было истинным отражением Майкла Джексона. Неудивительно, что руководители музыкальной индустрии в документальном фильме о Майкле Джексоне сказали: BTS, пожалуй, ближе всего к Майклу Джексону в современную эпоху. Ирландия 2006-го, секрет раскрыт. Мало кто знает, что в 2006 году Майкл Джексон путешествовал по Ирландии со своей семьей. Он остановился в особняке с частной студией, принадлежавшей Пэдди Даннингу, генеральному директору Windmill Lane Studios, легендарной студии, где работали U2 и многие другие великие музыканты. Майкл Джексон не просто отдыхал там. Он творил. Он писал, записывал, экспериментировал. Многие говорят, что эти песни так и не были закончены и не были выпущены. А после его смерти в 2009 году проект, казалось, был похоронен. До 2025 года. Пэдди Даннинг объявила возрождение проекта, посмертном альбоме работ Майкла Джексона, составленном из записи 2006 года. Но этот проект был не просто сборником, а трибьютом. Поэтому они искали артистов, которых считали достойными не только вокально или визуально, но и духовно. И отсюда название BTS. Многие спрашивают, почему BTS? Самый простой ответ, пожалуй, такой: потому что никто не заслуживает этого больше. Во внутренних документах кураторы альбома Майкла Джексона написали, что следят за BTS с 2018 года. Они увидели преданность BTS, их креативность и, самое главное, то, как они относились к музыке как к чему-то священному. BTS — это не просто группа, это символ социальных перемен, глобальное воплощение многообразия и настоящий культурный мост. Те же ценности, которые когда-то отстаивал Майкл Джексон. А в творчестве? Без сомнения. Однажды, в интервью, которое стало вирусным в сообществе Муну Аукерс, сыну Майкла, принцу Джексону, задали вопрос о его отношении к BTS. Его ответ тронул многие сердца.
Меня глубоко трогает то, как BTS чтят творчество моего отца. Они не копируют, а наследуют. Они несут это наследие в новую эпоху, используя свой собственный стиль. Думаю, мой отец был бы горд. Это утверждение, не просто утверждение. Это признание со стороны ближайших родственников Майкла Джексона того, что BTS являются полноправными наследниками его творчества. Возможно, вы не знали, но, согласно сообщениям, циркулирующим в различных корейских и зарубежных СМИ, BTS якобы завершили запись этой песни Майкла Джексона задолго до его ухода в армию. Некоторые музыкальные аналитики утверждают, что HYBE и продюсерская команда Майкла Джексона работают в строгой секретности. Процесс, вероятно, проходил в период с конца 2022 по начало 2023 года. Какую именно песню они записали? Это остается загадкой. Но, как сообщается, это одна из композиций Майкла Джексона, которую никто никогда раньше не слышал. Представьте, мир услышит, как BTS исполняют неизданную оригинальную песню Майкла Джексона. Это не рядовой проект для BTS. Это призвание. Шуга говорил, что часто думает о том, что BTS хотят оставить после себя помимо музыки. И если Майкл Джексон – символ борьбы с дискриминацией, борьбы за объединение мира через музыку и борьбы за создание вечных произведений, то BTS не просто следует его примеру. Они продолжают эту борьбу. Этот альбом станет символом, это наследие не умирает. Оно продолжает жить в новой форме. В новом поколении. Реакция мира, истерика и слезы. С тех пор, как появилась эта новость, социальные сети взорвались. Хэштеги вроде «Решетка Быцхмичайлечксон», «Решетка Кингмейтскингс», «Решетка Млегацичонтинуэс» стали трендами в разных странах. Поклонники Майкла Джексона плачут от радости. Поклонники BTS трясутся от недоверия. СМИ называют этот проект историческим событием в мировой музыкальной индустрии. А когда начнут появляться тизеры альбома, мир наверняка замернет, чтобы стать свидетелем знаменательного события – слияния двух легенд в один шедевр. BTS – от вдохновения к вдохновению. Если вы были ARMY с самого начала, вы знаете, что путь BTS был нелегким. От небольшого агентства до насмешек за некачественный внешний вид, до социального и психологического давления. Но они выстояли. Они продолжали творить. И теперь их выбрали представлять величайшее музыкальное наследие этого века. Что может быть более гордым? Мир ждет. Ждет неизданную песню Майкла Джексона. Ждет, когда BTS ее исполнит. Ждет, когда история будет переписана. И те из вас, кто читает это, помните, мы живем во времена, когда BTS больше, чем просто айдолы. Они – часть мирового музыкального наследия. Когда песня выходит, не просто слушайте мелодию. Прислушайтесь к своей душе. И вы поймете, что это не просто коллаборация. Это возрождение наследия через звуки, исходящие из Кореи, которые теперь распространяются по всему миру. Вы – команда Famers или команда Just Find Out? Теперь ваша очередь. Вы уже знали об этом проекте или только узнаете? Поделитесь своими мыслями в комментариях. И не забудьте. Сохранить это видео, потому что однажды вы скажете: «Я жил во времена, когда BTS унаследовали песню Майкла Джексона». Спасибо за просмотр. Не забывайте всегда верить, что музыка способна объединять мир, поколения и культуры. Увидимся в следующем сюжете.